Всем привет! Скажите, сколько раз в день вы смотрите в зеркало? Могли бы вы представить, что не можете пользоваться им, потому что боитесь его или видите в нем свое отражение? Для некоторых людей это реальность. Тема нашего сегодняшнего ролика – эйсоптрофобия. Это редкая фобия, которая заставляет страдающих бояться зеркал или видеть себя в зеркале. Тот, кто страдает данной болезнью, может испытывать множество эмоций, которые будут наводить панику, страх и ужас. Поскольку страх больного часто основан на суевериях, он может беспокоиться о том, что разбитое зеркало принесет несчастье или что взгляд в зеркало приведет их в контакт со сверхъестественным миром внутри стекла. Давайте разбираться в данном вопросе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы погнали! Что способствует проявлению эйсоптрофобии? Пункт 1. Физическая или психологическая травма. Подобная травма может спровоцировать и вызвать такой недуг. Тот, кто пережил физическое или психологические страдания, например, нападение на человека с кислотой, или же постоянное унижение его личности или самооценки. Когда человека унижает за его внешность, кривой нос, большие уши и другое, им приходится впоследствии столкнуться с зеркалом, где они действительно видят это, и тут фобия начинает себя проявлять. Низкая самооценка – это один из главнейших триггеров, способных спровоцировать фобию. К сожалению, у людей болезнь может развиваться настолько серьезно, что они начнут бояться собственного отражения. Пережитое депрессивное состояние. Как и все в этом мире, имеет свой предел. Также и наша нервная система. Иногда она заканчивается, и люди меняются. К примеру, пережив очередное состояние депрессии, болеющий может перестать думать о себе в положительном ключе. И здесь он становится человеком, который не способен полюбить себя таким, какой он есть. Физические отклонения. При этом расстройстве человек начинает зацикливаться на своих физических качествах, таких как большие глаза, прыщи на лице, большие уши и многое другое. Для других это незначительные недостатки, однако для человека это источник смущения. Большинство людей здраво оценивают свою физическую форму, делают выводы, меняют себя в лучшую сторону, либо же просто принимают себя такими, какой он есть, и любят это состояние. Все же человек, который будет делать акценты и зацикливаться на этом, быстро и уверенно придет к тому, что станет обладателем данной фобии. Черепно-мозговая травма. Тот, кто попал однажды в страшную аварию, может повредить свой мозг, и это приведет к образованию разных фобий. Травматический опыт будет давить на восприятие, и мозг такого человека будет работать иначе. Соответственно, такие люди становятся жертвами обстоятельств. В глубине души они понимают, что это бред, но изменить свое положение никак не могут. Ну а в действительности причины, по которым может быть вызвана эйсоптрофобия, множество, и я перечислил лишь небольшое количество из них. Так по каким признакам можно узнать, что у вас присутствует данная фобия? Больного можно вычислить по физическим и психологическим признакам. Если мы говорим про физические, то это учащенное сердцебиение, приступы паники, повышенная потливость, приступы потери сознания, тошнота или головокружение, одышка, будто вы пробежали кросс, дрожь или спазм мышц. Ну а если мы говорим про физические симптомы, то это странное и вызывающее поведение возле зеркал. Реакция отторжения, просто взглянув на него. Желание убежать. Зеркало вызывает у пациента крик. Наличие зеркала в помещении вызывает у вас недомогание. Конечно, психологические проявления не такие страшные, как физические, но все же они четко указывают на имеющуюся проблему. Практически, как и на любую болезнь, всегда найдется лекарство, поэтому давайте разберем несколько вариантов того, как справиться с таким недугом. И начнем с релакса. Важно контролировать свои мысли, и поэтому лучше всего применять техники медитации и йоги. Также это помогает при наличии иных расстройств.
Задача – взять под контроль свой ум, сконцентрировать свои мысли на позитивных частотах. Дневник эмоций. Заведите личный дневник и записывайте туда свои мироощущения, эмоции и свое восприятие за день. Это поможет распутать клубок, который таится в вашей голове и не дает вам нормально жить. Тренировка ума. Решайте головоломки, играйте в словесные игры. Пусть ваш мозг будет занят умственной активностью. Это поможет отвлечься и забыть про существующую фобию. Ну и любовь к себе. Очень важно научиться быть уверенным в себе и поднять самооценку на хороший уровень. Ваша задача осознать, почему вы сейчас не уверены в себе, куда делась ваша вера в себя, почему так произошло. Попробуйте следующее. Каждый день пишите о том, что вы любите в себе и что ненавидите. Задавайте людям вопрос, что ты думаешь обо мне. Прорабатывайте свои недостатки и будьте благодарны самому себе за те хорошие качества, которые уже у вас есть. Но, как мы знаем, самый лучший и эффективный метод – это вовремя обратиться к специалисту, который поможет вам разобраться с вашим недугом. И самое главное, если у вас есть наличие подобной фобии, ни в коем случае не пытайтесь на ночь смотреть фильмы или сериалы, в которых показывают ужасы, связанные с зеркалами. Иначе, помимо боязни собственного отражения, вы начнете бояться, что оттуда вылезет, я не знаю, какой-нибудь монстр, который вас схавает. Бугимен, например. Кстати, есть множество таких фильмов, поэтому если у вас нету эйсоптрофобии, можете посмотреть их. Вот несколько из них. Вот. Ну, а если просмотр данных фильмов вам покажется совсем безобидным, то есть один эксперимент. И если вы ранее не боялись смотреть в зеркало, то теперь оно может стать вашим врагом. Собственно, в чем суть задачи? Сядьте в темной комнате напротив зеркала, примерно в метре от него, и смотрите на свое лицо в течение 10 минут. В комнате должно быть так темно, как только возможно, чтобы при этом вы отчетливо могли видеть свое отражение. Сначала вы заметите, как ваше лицо в зеркале немного исказится. Постепенно отражение будет меняться быстрее, станет больше похожим на маску. Возникнет ощущение, что лицо в зеркале вам не принадлежит. Некоторые люди видят лица незнакомых людей, фантастических монстров и морды животных. Однако ученые считают, что такой эксперимент может помочь нам лучше понять самих себя. Но, с другой стороны, такие действия могут разбудить фобию, которая долгие годы таилась внутри вас. Ну а теперь несколько интересных фактов о зеркалах. Один из первых зеркал появились около 7000 лет назад. С того момента, как человек придумал зеркало, его относили к магическим предметам. Считалось, что оно обладает некоторыми мистическими возможностями. Расстояние от нас до Луны составляет примерно 384 403 километра, и мы смогли узнать это благодаря зеркалам. Маленькие дети до 2-3 лет не могут осознать и понять, что в отражении в зеркале находятся они, и только с возраста от 3 лет приходит постепенное осознание. Ну, а теперь к выводам. Мы любим трезво оценивать ситуацию и добавлять толику адекватности ко всем темам, которые обозреваем. К примеру, человек, болеющий эйсоптрофобией, не может верно оценить ситуацию, в которую попал, ведь его разумом владеет страх. Тот самый мыльный пузырь, который однажды прокрался в его сознание, стал полноценным владельцем и хозяином ситуации. Как мы поняли из данного ролика, победить фобию можно. Самое главное – это начинать с ранних этапов, чтобы в корне обрубить все возможности психологических отклонений. А еще, хотелось бы добавить, что тот, кто болеет таким недугом, считает, что зеркало – это портал в астральный мир, откуда на него смотрят сущности, и по легендам, они бывают из низших слоев и высших. Кто-то из них лишь может пугать своим видом, другие же пытаются соприкоснуться с человеком, проявить себя через этот портал. Но важно помнить, что мы живем в мире людей, и, как говорится, нужно бояться живых, а не мертвых. Вот такие вот дела. На такой мистической ноте мы заканчиваем данный выпуск. Огромное спасибо каждому, кто досмотрел видео до конца. Обязательно подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы, поставьте лайк и помните, что страх – это всего лишь иллюзия. Пока.